Итак, мы снова в пути. Отправляемся мы в город Медеин. Оттуда мы возьмем автомобиль и отправимся в городок Гуатапе. Этот городок известен необычайной горой, на которую я хочу залезть и поснимать, и показать вам, естественно. Также это довольно-таки красивый маленький городок. Хотим посмотреть, как живут там местные жители. На обратном пути мы заедем в город Медеин, остановимся там на денек, поснимаем местные достопримечалки. На данный момент мне об этом городе известно не так уж много, кроме того, что Пабло Эскобар был рожден и вырос в этом городе, и в последние секунды своей жизни он также провел там. Итак, почему я выбрал посетить никому неизвестную деревушку Гуатапе где-то посреди Колумбии? Во-первых, я вычитал, что это место посещают не только туристы, но и местные жители. То есть это такой своеобразный тур на день для местных жителей Медеина. И не только Медеина. А значит, это как минимум стоит того посетить это место. Естественно, я прошустрил эти все ваши интернеты. Во-первых, мне понравился вид этой горы. И, как я вычитал, с горы вид тоже великолепный. Во-вторых, тот же Пабло Эскобар на этом озере искусственном имел свое ранчо. Я думаю, этот мафиоза не построил бы свое ранчо в плохом месте. Меня поразил вид самой деревушки Гуатапе. Она очень яркая, инстаграмная, выглядит великолепно. Одним словом, вы увидите это через парочку минут в моем видео. Также хотелось посмотреть на колумбийскую глубинку и отведать местных блюд. Как вы знаете, при аренде автомобиля прямо жизненно необходимо проверить автомобиль на царапины и на вмятины, чем мы незамедлительно и занялись. Мы сняли машину за 44 евро. Оплатить даже дебетовой картой можно, кредитной не обязательно. Собственно, все по классике. Но на самом деле, если бы не испанский язык Виктории, я бы тут что снял. Никто вообще на английском ничего не волочит. Полный ужас. Так что, ребята, учите испанский. Трасса от аэропорта Медеина до самой горы Гуатапе по дистанции, километров 60, наверное. Но это заняло у меня порядка 2 часов. Очень серпантинная дорога, довольно-таки узкая. И я, как всегда, не могу без приключений. Приключения прям преследуют меня повсюду, поэтому это заняло немного больше времени, чем ожидалось. Google почему-то решил, что на дороге ремонт, и решил нас повезти, как обычно, по самому кратчайшему пути. Но путь лежал через, не знаю, как это назвать даже, через селение, где можно проехать только, видимо, на танке. Здесь даже неверующий человек сказал бы: «Господи, помилуй». Я не проскочил. Все нормально, дальше нормально. Тьфу на вас. А какая машина? Не только индейцы краснокожие, но и почва краснокожая. Вернее, красная. У нас, кстати, был отличный шанс провести день, выталкивая автомобиль из грязи. Но все хорошо закончилось. И немного стрессанув и проголодавшись, мы завернули в придорожное кафе перекусить. Мне досталось традиционное блюдо бандехо. По сути, это рис, бобы, авокадо и яишенка. Иногда туда добавляют свиное мясо, но это не мой вариант. А Виктории досталось рыбное блюдо. Гора, ради которой мы проделали это путешествие из Боготы на самолете, потом на машине, немножко приключений на машине, и вот мы добрались. Почти добрались. Конечно, организация у них так себе. Вот приходится вот прям вот насквозь всех людей проехать до парковки. Смотри, какой пузатик идет. Вова? Увидел, молодец. Молодец. Вот такая вот нелегкая дорога у нас вышла. Но, надеюсь, приколимся. Главное успеть еще увидеть полуфинал Аргентина-Хорватия. Да, больше не успел. Добрался я с небольшими приключениями. По автомобилям сразу видно, кто пользуется Google Maps. Добрался я до главного камня Гуатапе. Пойду погоняю ведьм на Лысой горе.
Эта гора имеет звучное название «El Peñón de Guatapé». Кстати, это не скала и не гора, а именно камень. Принципиальное отличие камня от горы: камень лежит на поверхности сверху. Ну, естественно, под своим весом он там продавил землю до какого-то момента, но это все-таки камень. По дороге к камню MyFriend оккупировал практически все пространство и предлагает вашему вниманию кучу различных сувениров. Также имеются кафешки и ресторанчики с отличным видом на долину. По дороге к скале мы услышали звуки футбола и решили сначала посмотреть полуфинал Аргентина-Хорватия, а потом уже рвануть на камень. Приехал на Лысую гору, а попал на футбол. Аргентина, Хорватия. Полуфинал. С замечательным видом. Видом на озеро с горы. Какой видик здесь? Смотрю футбол с местным комментатором. Я вот сейчас помолчу, просто послушайте, наверное, будет слышно. Просто не стыкается. Просто круто. Не спеши! Я работал комментатором баскетбольным. Там игра более динамичная, но чтобы вот так вот и без умолку говорить, это просто шедеврально. Просто супер. Прекрасное место для того, чтобы жахнуть кофейку с прекрасным видом. Высота этого камушка 200 метров, а вот эти ступеньки, количество этих ступенек 708. Ну что, пойдем подкачаем задницы. По всей видимости, билетики здесь. Билеты нам обошлись 40 тысяч местных песо на двоих. Можно, кстати, прокатиться на вертолетике здесь и увидеть все вот это с высоты птичьего полета. Полет на вертолетике стоит $60 за 8 минут полета. И это мы только 100 прошли, а папа уже горит. Папа говорит, что будет дальше. Дальше будем вызывать скорую. Ох, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Не правда ли? Какая красота. Фух, 300. Ладно, не буду скороговорки говорить. Вот ради этого вида мы и проделали этот путь. Из Боготы на Долину, из Медельина на машине. Выйти, так сказать, к горе. Кому очень страшно, они вот установили на полпути такую, я понимаю, Деву Марию. И если что, вы можете крестануть и помолиться богам. Фух, ну вот мы и добрались. А наверху, как вы видите, здесь шопинг. Я думаю, продавцы этих маленьких магазинчиков и той кафешки в отличной форме находятся. Вот точно. Каждый день туда-обратно, а? Бодрячком прям. Смотри, какой вью. Прикольно. Я считаю, я не зря проделал такой нелегкий путь. Самолет, машина,
застряли в каких-то приключениях, сбились с пути, нашли, вернулись. И вот я наверху. И еще одна отличная новость. Аргентина в финале. И я буду смотреть матч Аргентина с другим финалистом в Буэнос-Айресе на какой-нибудь большой площади с большим экраном. И буду наслаждаться футболом в Аргентине. Скажите по поводу того, что мы проделали такой путь на самолете, на машине с приключениями вот сюда, влезли на гору и... Мы идиоты. Почему? Кошмар. У меня так голова кружится, ребята. Думаю, что сейчас тошнит. Ой. Если у вас нету так физической подготовки, нету крепких нервов, сюда лучше не ходить. А то у вас хватит истерия, как меня хватило. И запомните, физкультура – это зло. Да. Ну и венчает эту гору вот такая вот смотровая на все 360 градусов. Эх, знал Пабло Эскобар, где построить свое ранчо. Ну вот на спуске вот такие бывают узенькие. Вот видите, моя нога. Вот такие вот узенькие проходы, когда вы спускаетесь вниз. Потому что людям не в форме очень не рекомендую. В процессе спуска с горы, очень уж захотелось полетать на этом вертолетике, и мы поспешили приобрести билеты на этот вертолет. Но к нашему недоумению оказалось, что вертолетик летает до 3 часов. Одним словом, мы опоздали, но я не расстроился. Если вертолетик не летает, значит летает мой дрон. Так что наслаждайтесь моими полетами, кто кроме вас будет ими еще наслаждаться. Обещаю, что полетами я вас помучаю буквально 15-20 секунд. Ну, а вас я попрошу подписаться на мой канал. Этим вы поддержите развитие моего канала, да и вообще не будете пропускать мои следующие видео. Ну, а если вы уже подписаны, то респектуха от меня. Парковочка, кстати, здесь платная. Написано, что 5, но на самом деле спрашивают 7. Видимо, это 5 плюс 2. Итак, мы в городе Гуатапе. Маленький городок, неподалеку от этой горы. Ну, посмотрим, как он выглядит. Туристов сюда гоняют, по крайней мере. Подзатарится, видимо. Ну, как-то живописненько выглядит. Все у них, конечно, хорошо, но с елками им, конечно, не повезло. Особенно с новогодними. Ну и церквуха. Куда же без церквухи-то? Никуда. Живописненький вход в церквуху. Ой, она там прям наряжена вся внутри. Типичная испанская церковь, но очень живописно украшенная внутри, видимо, к Рождеству. Я бы сказал, местные жители любят все украшивать в этом городе, но об этом чуть позже. Давай. Сейчас он толкает. Как раз давай спросим его. Hola. ¿Hacen tour en Guatapé? Sí. ¿Cuánto vale? 16. 16. 16. Погнали. Ok, vamos. Pero es que le voy a decir algo que ustedes quieren en esta, ¿sí? Sí, queremos en este. Нагайся ему. 16 местных тысяч стоит на такой прокатиться. Турчик по этому городку. Вот как-то их раскрашивают. ¿Está bien? Sí, bien, bueno. Красиво, он сам раскрасил и так далее. Сам он раскрасил. Oiga, ¿cuándo es que está Вот что он скажет про городок. Какая мотоциклеточка. Buenas tardes. Добрый день, меня зовут Андрес, и я вам проведу тур по Гуатапе.
Me llamo Vicky, este es Alexei, nosotros somos de Rusia. Bienvenidos. Una preguntita. Скажите, пожалуйста, а как называется это автотранспортное средство? Это транспортное средство называется моточива, мотокарро, моторатун, тук-тук. Можно называть как угодно. Tiene varios nombres. Hay un señor que las decora. У нас здесь есть один человек, который всем рисует дизайн на наших машинках. Comercio de Guatapé. В данный момент мы проезжаем по коммерческой улице Гуатапе. Гуатапе был основан 4 октября 1811 года и основан он был испанцем Франциско Геральдо Эхименес. Нашему городу уже 211 лет, и живем мы за счет туризма. 11 años de vida. Nosotros vivimos de ustedes, lo que За счет таких людей, как вы, продаем сувенирчики. vida del pueblo. Наш городок известен тем, что он очень колоритный, и нашими фресками, которые называются Сокрос. После того, как наш городок стал муниципалитетом, горожане решили облагородить город этими фресками и сделать город более ярким. Esto es algo, una idea de un alcalde que hubo en el municipio hace 14 años. Quería sacar О, я вижу, вы с камерой. Вот слева очень инстаграмное место, все любят там сниматься, улица с зонтиками. Мы туда вернемся в конце нашей поездки, и вы вдоволь поснимаетесь там. But first, let me take a selfie. Эй, привет, как дела? Такой веселый у нас водитель. calle del recuerdo. Вот посмотрите направо, это улица воспоминаний, она очень популярна у туристов. Видите, там фонтанчики расположены. В нашем городе проживает около 8-9 тысяч человек, и ежедневно сюда приезжает около 500 человек просто на работе. Также наш городок очень хорошо расположен в плане туризма, находится всего в часе езды от аэропорта Мария Кордоба и в 2 часах езды от города Медельин. A 2 horas de la ciudad de Medellín. El pueblito es muy seguro. Tenemos esta Наш город очень безопасный, у нас имеется отдел полиции, по всему городу стоят камеры и даже имеется военная база. Вау. У них есть полиция. Mira qué bonito. Вау. Посмотрите налево, вот по фрескам можно определить, что это за дом. Вот посмотрите на эти фрески, в этом доме находится монастырь. В течение всей экскурсии мы периодически останавливались и имели возможность походить по городку. И вот одна из наших остановок рядом с живописным зданием. Прям такие не картины, а прям фрески такие. Ну, они такие прям выпуклые. Прям фресочки такие сделаны. Вылепленные. То есть все это не просто нарисовано, а фрески. Вот, собственно, фресочка того самого собора. Проще говоря, местные жители быстренько смекнули и воспользовались тем, что туристы посещают гору, и это водохранилище, которое очень живописно выглядит. И, собравшись все вместе, украсили свой город этими самыми фресками, подсветочкой, ресторанчиками и отельчиками. Причем они настолько сговорились, что во всех ресторанах цены одинаковые. Так что, ребята, посмотрите вокруг. Может, рядом с вашей деревушкой, с вашим городком есть какая-то достопримечательность, и вы вполне можете развить так туристический бизнес в своем городке. Вот посмотрите налево, у нас там булочная, справа у нас там стадион, также имеется театр. Также посмотрите, обратите внимание на улицы с брусчаткой, это наши самые старинные улицы. Rosita. Город у нас очень спокойный, очень безопасный. Но ночью наш городок становится еще более красивее из-за подсвеченных улиц. Вы, кстати, остаетесь на ночь здесь, в Гуатапе, или возвращаетесь в Медельин? ¿Se quedan hoy en Guatapé o van hacia Medellín? Нет, к сожалению, мы возвращаемся в Медельин. Вот справа велосипедисты. Esta al señor le gusta mucho el deporte. Нелегко ребятам здесь, в этих районах, по горам.
restaurante Halcón Paisa, bueno, bonito. Посмотрите налево, это наше водохранилище, у нас там есть электростанция, и мы вырабатываем электричество для всего региона. La hizo empresas públicas, por medio de ella ellos generan energía eléctrica. Городочек у нас очень маленький, но при этом очень красивый. Тысячи кафешек в этом городе. Да. Тысячи кафешек, какие-то маленькие Vivimos de магазинчики. ustedes los visitantes del turismo. Они живут из туризма, поэтому Конечно, да. некуда деваться. Да, логика. Причем лодок каких-то можно покататься по озеру. Вообще, Ресторанчики на воде, кафешечки на воде. Какая красота. Мы вот взяли такой мотобайк, экскурсию по этому городку. Очень рекомендую, очень яркий городок, прям весь кипит туризмом. Все пытаются тебе продать, кучу ресторанчиков, но выглядит очень мило и прикольно. Экскурсия занимает порядка 20 минут и имеет несколько остановок. Sombrillas. Начинается она с центральной площади и заканчивается там же на центральной площади городка. Одним словом, если вы собираетесь посетить Колумбию, вы должны посетить этот городок. Вечерело. И мы заскочили в местный ресторанчик. Правда, ресторанчик я не поснимал. Не знаю почему, видимо, забыл достать камеру. Также мы напоследок прогулялись по магазинчикам и по сувенирным лавочкам. Очень уж не хотелось уезжать отсюда. Но так как мы забронировали номер в Медельине, мне предстояло вести автомобиль в темноте еще 2 часа. Кстати, из города Медельин будет мое следующее видео. Не забывайте подписаться на мой канал, чтобы его не пропустить. Что я могу сказать о Гуатапе? После моего дня, проведенного здесь, я бы, конечно, с радостью остался здесь на ночь, а то и на 3-4 ночи. Благо, вокруг этого водохранилища очень много отелей, ресторанов и много чего можно посмотреть. Так что, если я в следующий раз окажусь в этих краях, я точно застряну здесь на недельку, чего и вам я желаю. Спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Напишите мне в комментариях, что вы думаете по поводу этого городка и хотели бы вы его посетить. Всем хорошего вечера, а кому и ночи. Увидимся в следующих видео.